Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие следочки на 5 спицах. Вот такая вот модель. Узор у меня будет с обвитием петель. Значит, для вязания мне потребуется 5 спиц номер 2,5. Круговые спицы я беру для зачина, для начала вязания. То есть пряжа у меня вот такие вот цвета: желтый, кремовый, можно сказать, это не чисто белый, черный, красный и зеленый. Пряжа разной марки, но метраж у нее приблизительно один. 100 граммах 240-250 метров. Вот такой вот пряжей я буду вязать. Значит, на размер, на любой размер. 38-39 на 37 размер наберем в объеме на 2 петли меньше и будем регулировать по длине. Вот так вот вяжутся несложно. Узор сейчас провяжу, покажу, как он вяжется, тех, кто не знает. Вот такие вот. Перехожу к вязанию. Вязание начинаю с мыска. Сейчас я наберу 11 петель. Буду вязать по кругу. В начале и в конце ряда будем добавлять по одной петле. То есть в кругу, в кругу получается по 4 петли. 2 петли в начале и 2 сзади. Расширю у меня будет спереди и сзади по 27 петель. Потом я сделаю вот такой вот небольшой узорчик. Ну, а потом уже перейдем к узору. Значит, сейчас вяжем мысок. Я буду вязать красным цветом. На каждую спицу я набираю по 11 петель. Вы можете вязать любым удобным для вас способом. Так, нитку перекинула. Набираю на верхнюю, забросила на нижнюю. Так, 1, 2, 3, 4. Тут 3, тут 3. Вот так вот по одной набрасываю и набираю, чтобы у меня на каждой спице было 11 петель. Всего у меня будет 58. Я могла этого не сказать. Если размер 36-37, наберем 56 тогда. Но опять же, это зависит от плотности вашего вязания и от размера ноги. После того, как набрали петли, теперь нам нужно обе спицы провязать. Одну спицу я вытащила, не снимая со спицы петли, провязываю их. Так, подождите, здесь вот нужно сейчас узелок завязать. И провязываем все петли лицевыми. До конца ряда все провязываем. Смотрю в камеру, что-то камера сбивается сегодня, не пойму ничего. Так, довяжем до конца, и следующий ряд также будем вязать лицевыми. Провязали. Теперь аккуратненько подтягиваем спицы. Эту выводим, а эту вниз подтягиваем и провязываем петли со второй спицы. Перевели спицы. Все, теперь провязали лицевыми вторую спицу, и следующий шаг мы перенесем это все на 4 спицы. Можно было, конечно, это и сейчас сделать, но так, довязываем до конца лицевыми. Далее опять подтянули спицы. Теперь переносим петли на 5 спиц, на 4. 5 будем вязать. Переношу вместе с накидом. Сразу делаю накид.
Так, первую провязываю лицевой, вторую провязываю лицевой. Делаю одну прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. У нас было 11 петель, у меня было неравное количество петель, нечетное. Поэтому на одной будет 5 петель на спице, на другой 6. Чтобы выйти на 58 петель, я набрала нечетное количество петель. Так, теперь на вторую спицу точно так же переносим, не довязывая 2 петель, делаю одну прибавку. Так, провязали, 2 петли осталось, одну прибавили, опять провязали, здесь аккуратненько, чтобы не слетело, и точно так же подтянули спицу и вот переносим со второй стороны с накидами. Все, перенесла на 4 спицы. Вот что получается. Далее вяжем по кругу. Прибавки будем делать через ряд. Один ряд провязываем с прибавкой, второй ряд провязываем без прибавок. Сейчас мы снимали, прибавляли петлю, значит, следующий ряд мы провязываем без прибавок. Все лицевыми петлями вяжем по кругу. Ох, провязала. Вторую провязала. Далее у меня идет прибавка. Провязала. И так все петли до конца. Вот у нас начало ряда. Ниточка здесь осталась. Можно ее вывести на улицу, так сказать, чтобы ориентироваться, где у нас начало ряда. Перебросить ее на внешнюю сторону. Так, провязали одну спицу. Далее провязываем вторую спицу. Провязываем все петли лицевыми, идем в начало ряда. Так, 2 спицы провязала, теперь оставшиеся 2 провязываем. Пришли в начало ряда, следующий ряд у нас идет с прибавками. Опять продолжаем вязать все лицевыми петлями по кругу. Первую провязали, вторую провязали, одну прибавили. Одну прибавили. Провязываем так дальше. Одну спицу провязали. Вторая спица, не довязывая 2 петель, мы делаем одну прибавку. Это у нас вперед был 2 спицы. И точно так же прибавим на задней стороне. На задних 2 спицах. То есть не довязывая 2 петли, прибавили одну. Вот молодец, я какая, петли слетели. Прибавили. Провязали. Все. 2 спицы. Все то же самое проделываем. Следующий ряд вяжем без прибавок. Так, прибавки показала. Значит, сейчас что делаем? Вяжем, расширяем мысок. Как я сказала, у меня будет на передних 2 спицах по 27 петель, на задней и на передних. Я к вам вернусь и буду вязать узор. Расширила мысок. Сейчас у меня на спицах 27 петель. И здесь 27 петель. Буду делать последнюю прибавку и сразу вязать узор. Вот такой вот мысок у меня получился. Так, давайте перейдем, наверное, к схеме теперь. Смотрите, вот разрисовала весь вперед. Так, пройдусь по схеме сейчас немножко. Значит, сейчас я вот здесь нахожусь. Следующий ряд у меня последняя прибавка. Я начну вязать 3 петли красным, 2 белым, 3 красным, 2 белым. И сделаю здесь последнюю прибавку. Далее, после этого узора, я провяжу 3 ряда основным белым цветом. И далее уже перейду к узору с обвитием петель. Вот так вот я буду вязать. Все. 29 петель впереди, 29 петель сзади,
Всего 58 петель у меня будет. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем 3 петли красным, 2 белым. Видео можно остановить, сделать скриншот схемы или же взять ее на канале сообщества записи. Есть такая графа в шапке профиля, и там я размещаю фотографии и схемы. Так, продолжаю вязать. 3 красных провязываем. Одну провязала, вторую провязала, и далее у нас идет накид. Далее подвязываем белый цвет, 2 петли белым провязали, 2 петли белым, 3 красным, нить перебрасываем и так провязываем все спицы. 3 красным провязала, 2 белым, вяжем. Продолжаю вязать. В конце второй спицы осталось 2 петли. Также я делаю последнюю прибавку. 1, 2, 5, 3 красных, 2 белых. Продолжаю вязать. Две белых провязали, 3 красных у нас должно идти. Так, одну красную провязала, сделала одну прибавку. Еще одна красная. Опять 3 красных у нас. Нить перебрасываю с-под низу. Можно сверху перебрасывать, можно с-под низу. Кому как удобно. Можно сразу 2 на палец и поочередно вытаскивать. Но мне вот так вот удобнее в данном варианте вязать. Значит, довязываем ряд до конца. Так, пришла в конец ряда. Последняя у меня прибавка. Все, заканчиваю. В конце у меня осталось 3 красных. И что у меня здесь получилось? Ряд также начинается 3 красных. Узор не совпал. Между ними нужно еще 2 белых. Но на мое количество петель вот так вот получилось. Поэтому я вот в таком виде оставляю сейчас. Далее второй ряд узора. Больше прибавок у меня нет. Поехали, вяжем второй ряд узора. Первая петля белым цветом провязываем. Далее 1 красным. Четыре белым. Опять 1 красным, 4 белым, 1 красным, 4 белым. Так провяжем все 4 спицы. 1 красным провязали, 4 белым. Все, на этом узор будет закончен. Это последний ряд узора, 2 ряда всего лишь. 4 белым провязали, 1 красным. Опять 4 белым, 1 красным провязываем. Так до конца идем в начало ряда. Так, все, пришли в начало ряда. Далее 3 ряда я провязываю белым цветом по кругу. И потом уже буду вязать, как я уже говорила, узор с обвитием петель. Если размер маленький, 36-37, мысок будет, я думаю, немножечко покороче. Сейчас мысок, когда отвяжу, замерю его в сантиметрах. Можете провязать 2 ряда белым и перейти к узору. Я провяжу 3. Так, все, здесь без изменений белым цветом провяжу 3 ряда, к вам вернусь. Так, закончила я вязать мыс. Белым цветом провязала еще 3 ряда. Теперь перехожу я к узору. Для этого я нарезала вот себе нужные цвета нитки, потому что сейчас буду подвязывать разные цвета, значит, разные нитки. То есть, чтобы не делать больших протяжек, я вот здесь, например, желтый, черный подвязала отдельную нитку. Здесь тоже другую нитку отдельную. Точно так же здесь, чтобы много протяжек не делать. В общем, вот так вот. Начинаем вязать по схеме. Значит, что у нас? Смотрим по схеме. Первые 17 петель
белым цветом. Далее 2 петли черным. И все оставшиеся петли будем вязать белым. Сейчас провязываем 17 петель белым цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 и 17 провязала. Далее черный цвет подвязываем. Следующие 2 петли черным цветом. Значит, нить завожу наперед, обвили одну петлю, провязываем, подтягиваем. Все, одна петелька готова. И вторую делаем точно так же по схеме. У нас 2 черных петли, обвиваем 2 черным. Подтянули и нить завели назад. Далее провязываем до конца ряда все основным белым цветом. Я вам буду показывать только вперед, как вяжется узор. Задние 2 спицы мы провязываем белым цветом лицевыми петлями. Поэтому провязываем сейчас 2 спицы белым лицевыми, идем в начало ряда. Здесь я снимать не буду, здесь узоров у нас нет, изменений никаких нет. Провязываем 2 спицы белым. Пришли в начало ряда, второй ряд узора. Значит, первые 16 петель провязываем белым цветом. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Одна петля черным. Здесь вот можно обратно вернуть ниточку. Одну черным обматываем, обвиваем. Назад ее. Далее 2 петли желтым. Как жаккард вяжем, только здесь обвитие петли идет у нас. Обвили петлю и провязали основным цветом. Значит, сейчас вот у нас одна желтым обвили и вторую желтым. Узлы потом я буду завязывать. Далее 2 петли черным. Ой, одну обвили, разогналась, и вторую. Две петли черным обвили, провязали. Все, оставшиеся все петли провязываем основным цветом. До конца ряда провязали белым цветом. И задние 2 спицы провязываем белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. Это у нас второй ряд узора был. Начало положено. Пришли в начало ряда. Так, первый, второй. Это у нас третий ряд узора сейчас будет. Провязываем 8 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 провязали, 2 петли черным, обвиваем, подвязали нить. Нить завели наперед. Еще раз набросили. Провязали один раз. И вторую петлю точно так же подтянули здесь. И вторую петлю обвили и провязали. 2 петли черным провязали. Нить забросили назад. Далее продолжаем вязать белым цветом. 5 петель белым провязываем. 4, 5. Пять белым провязали. Теперь здесь у нас сейчас по схеме черный цвет будет расходиться в ту и в ту сторону. Можно подвязать новую нить, чтобы не делать большую протяжку. Одна петля черным. Обвиваем одну петельку черным. Провязали, подтянули. Одна желтым. Вот у нас желтый цвет. Подняли его. Одна желтым. Провязали. Подтянули желтый цвет. Назад завели нить. Далее у нас по схеме идет одна черным. Провязали одну черным. Обвили петлю. Провязали основным цветом. 3 петли желтым. Один, два и третью. И одна черным. Так, 3 петли сделали. Назад завели. Теперь черный цвет поднимаем. Обвиваем одну петлю черным. Подтянули. Все. У нас третий ряд узора. Закончили. Далее все вяжем белым цветом. Довязываем ряд до конца основным цветом. И задние 2 спицы провязываем белым цветом. Пришли в начало ряда. Следующий ряд узора, четвертый, да, четвертый, 1, 2, 3, четвертый у нас. Первые 6 петель провязываем основным цветом. Шесть провязала. Далее 2 петли черным. Одну петлю обвели черным, провязали, и вторую подтянули. Две петли желтым. Так, желтый цвет у нас, смотрите, далеко. Сейчас я новую нить сюда подвяжу.
Подвязали новую нить, набросили 2 петли желтым, обвиваем, одну обвили, подтянули, и вторую точно так же. Так, вторую петлю провязали желтым, 2 завели назад. Далее у нас по схеме идет 1 петля черным, протянули черный цвет, назад завели, ой, назад наперед завели нить, обматываем 1 петлю черным, и провязываем. Подтянули, нить назад, белый цвет, 4 петли белым, четыре провязали. Далее у нас 1 петля черным идет, обмотали 1 петлю, обвили, провязали. Одна желтым, провязали. Опять 1 черным по схеме, черный цвет поднимаем, обматываем петельку, провязываем. Четыре петли желтым, так, 1, вторая, провязали, третья и четвертая. Все, оставшиеся петли. Ой, нет, еще 1 черная. Видите, в схему смотрю и подряд какие клеточки идут, такие провязываем. 1 черная еще вот у нас. Контур у нас черный. Обмотали черным, провязали. Так, нить завели, все, подняли белый цвет. Оставшиеся петли довязываем белым. Это у нас был 4-й ряд. Так. 1, 2, 3, 4. Провязываем белым цветом, идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, 5-й ряд узора. Первые 5 петель провязали белым цветом. Далее идем, у меня черный, вот черный цвет остался. Сейчас у нас 1 петля черным. Я подвязываю еще новый цвет, новую нитку, то есть мне легче позавязывать, потом будет хвосты попрятать, но не будет уплотнения, не будет большой протяжки. Значит, 1 петля черным обмотали, обвили,
и провязали. Оттянули. Далее по схеме у нас идет 3 клеточки желтым, 3 петли желтым. Раз желтым обвили, провязали. Второй раз. И третий. Сидя на диване или в кресле, это делать намного проще, легче и быстрее. За столом все равно это неудобно. Вот спицы упираются у меня, по столу цокают. 3 петли желтым провязали. Далее 1 черным. Обвили, белым провязали. Далее смотрим схему, что у нас далее по схеме. 1 желтым. Опять подняли желтый цвет, перевели нить наперед. Опять петлю обматываем 1 раз, вот так вот. Обмотали и провязали. Это я вам показываю, как это вяжется. Так. После желтой у нас идет 1 черным. Ай, смотрите, вот забыла я ее назад закинуть нитку, видите? Ну ничего страшного. Вернули обратно. Следующая у нас 1 черным. Нить провели вперед. Петлю обмотали и провязали. Оттянули, завели назад. Далее 2 петли белым. Одна петля черным. Три желтым. Один. Два. И третья. Одна черным по схеме провязываем. Три желтым. Одну желтым обмотали, провязали. Далее вторую.
третью. И в конце у нас одна черная, последняя. Вот обмотали одну черную. Провязали. Нить завели назад. Все. Оставшиеся все петли провязываем белым цветом. Еще не очень понятно, но уже что-то проясняется. Так, задние 2 спицы провязываем белым. Так, пришли в начало ряда. Теперь далее продолжаем вязать по схеме. Покажу еще раз. Закрепим, как мы это вязали. Значит, 5-й ряд мы провязали. Теперь вот у нас 6-й. Смотрите, я вам диктую все по схеме. Поэтому вот учитесь. Рядов много, и это займет 2 часа, если я каждый ряд буду снимать. Это очень долго. Поэтому технику основную я показываю. Вот далее. В начале, еще раз повторю, 4 петли у нас белых. Да? Вот полностью нарисовала вам мыс, передняя часть. 4 петли белых провязали. Что у нас далее идет? 1 петля черным, клеточка. 1 клеточка — это 1 петля. Провязываю ее, обматываю, то есть обвиваю. 1 черным обвила. Нить завели назад. Что у нас дальше по схеме? 1 черным, 4 желтым. Смотрим схему и продолжаем вязать. Так, 4 желтым. Подтянем сюда, ничего страшного. 1. 2. 3. 4. Обмотали, провязали. Подтянули. Нить завели назад. Так, что у нас там дальше? Смотрим. Так, 4-й, 6-й ряд. Это у нас 1 черная, 1 желтая, 1 черная. Провязываем. Черный цвет. Одну черным обмотали. Провязали. Подтянули. Завели назад. Далее что идет? 1 желтым. 1 желтым обмотали. Провязали. Нить завели назад. И так вот дальше по схеме смотрим каждую клеточку и провязываем. Далее опять 1 черным. Провязали. Это очень увлекательно, просто может показаться сложно, ой, нам что-то побыстрее. Но, во-первых, это красиво, и на подарки, и на продажу это привлекает внимание. Вот поэтому советую
У нас здесь все таким методом вяжут. Значит, провязали. Что далее идет у нас по схеме? Смотрите, закончили черным, 2 белым. Провязываем 2 белым, 1 черным. 2 белых петли провязали. Далее черная оббитие петель. Опять у нас она 1 петля. 1 черным обвили. Провязали. Нить завели назад. Так, что по схеме? 1, 2, 3, 4. Опять 4 желтых. Продолжаем. Четыре желтых. Одну желтую обмотали. Провязали белым цветом. Подтянули. Вторую опять обматываем. Подтягиваем. Вторая. Третья. И четвертая. Четыре желтых сделали по схеме. Далее что у нас? 1 черным, да? 1 черным, 3 желтым. Продолжаем. Одна черным. Три желтым. Один, два. И третью. Обвили, провязали. Так, далее что у нас идет? Шестой довязываем. И последняя у нас одна черная вот клеточка. Вот она одна черная, провязываем. И в конце в остатке 5 белых петель должно быть. Одной черным обмотали. Провязали. Подтянули, назад завели нить. Осталось 5 белых петель. Довязываем ряд до конца. Нити все подтягиваем. При необходимости распутываем. Заднюю часть мы провязываем белым цветом. Без изменений. А попереду вяжем по узору. Ряд за рядом меняем цвета. Если большая протяжка, подвязываем новый цвет. Так что у меня сейчас по изнанке, ну вот так вот по изнанке у меня сейчас. Потом вот эти вот хвостики я поразъединяю и под ниточками попрячу и позавязываю. Вот нить саму вот эту вот разъединю, чтобы не было толстого узелка. Вот так вот сделаем. Значит, сейчас провяжем самостоятельно по схеме, как это вяжется, я вам показала. Провяжу узор и после узора провяжу еще точно так же 3 ряда
основным цветом. Потом к вам вернусь и будем вязать боковые части и само полотно. Закончила вязать узор по мазку. Далее, после узора, как я говорила, я провязала 3 ряда лицевыми петлями и плюс 1 ряд по кругу, все изнаночными. Все, на этом закончила. Сейчас сделаю разъем посередине и буду вязать поворотными рядами, то есть по лицевой и по изнаночной стороне. Так, в ширину у меня вот сколько здесь, почти 11 сантиметров, но это из-за узора. Да, вот 11 в ширину и высоту 12, чуть-чуть больше. Так, что еще сделаем? Попрячем хвостики все сзади. Смотрите, прячем под петельками, под нитками. Вот здесь я рассоединю нитку. И вот под ниточками аккуратненько вяжу не первый раз, ничего здесь потом не вылазит, не распускается. И вот можно подвязать этот узелок разъединенной ниткой, насколько там на 2 части, на 3 разъединяется. И этот узелок опять мы спрячем. Если же нитки, например, вот так близко друг к другу остались хвостики, то их просто можно завязать. Все. И тоже попрячем вот куда вверх, вверх-вниз, вправо-влево. Подтянули. Теперь одну сюда, одну сюда. И вот так по одной позапрячем. Сказала позапрячем. Так, попрячем. Значит, переходим. Далее вяжем. Что сейчас сделаю? Значит, смотрите, я пришла в начало ряда, да? Вот у меня начало ряда. Это я обрезала. Теперь разъединяю вязание. 7 петель оставляю посередине. Так, у меня было 29 петель. Минус 7. Это будет 22. И на 2 спицы, значит, я беру по 11 петель. Вот этот вот хвостик. Надо будет его подвязать, закрепить. Сейчас вот здесь вот переброшу, потом подвяжу. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь 4, 5, 6, 7. Мы возьмем на булавочку или на нитку эти петли собрать. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Здесь у меня осталось 11 петель. Я подвязываю нитку и буду продолжать вязать все лицевыми петлями платочной вязкой до самой пятки. Вот вторую часть я провяжу вот так вот. Так, закрепляю здесь хвостик. Так, все, первую сразу провяжу, чтобы нить закрепить. И далее все петли провязываем лицевыми. Можно перейти на круговые спицы, можно перейти на 2 спицы или 3. Значит, сейчас сколько я провяжу рядов до пятки. На 39 размер, если считать по вот этим вот зубчикам, изнаночным дорожкам,
24 у меня по моим расчетам. На 38 размер будет 22-23 зубчика. Я самым первым посчитала. На 37 получается, ну, еще на 1-2 меньше. 20-21, вот так вот. И потом перейду к пятке. Точно так же буду вязать пятку и пятку кверху немножечко уменьшу. Все, модель здесь далее просто все идет. Значит, сейчас что делаем? Вяжем длину до пятой, всю полностью лицевыми рядами, лицевыми петлями, то есть и по лицевой, и по изнаночной стороне. Довязали ряд до конца, кромочную провязываю изнаночной. Это обрезанную нитку сделали узелок, подвязали ее, перешли на лицевую, на изнаночную сторону. Первую снимаем, оставшиеся все петли продолжаем вязать лицевыми. Довяжем до пятки, встретимся. Еще что я вам хотела сказать по пятке, смотрите. Значит, это при желании. Вот я не довязывая, сколько я здесь не довязала до пятки, 2 сантиметра, да? Ага, 2 сантиметра где-то. Это у меня было 19 рядов. Я еще не проснулась сегодня, наверное. 19 вот этих вот зубчиков провязала. Далее перешла на красный цвет. Последние 1, 2, 3, 4 ряда провязала красным цветом и пятку, чтобы сочетался мысок и пятка. Поэтому вот так вот сделала. Значит, вяжем длину до пятой. Провязала длину до пятки. Разделяю вязание на 3 части. Значит, в длину у меня получилось в моем варианте боковая часть 10 сантиметров почти, да, не доходит. Теперь пятку я начну вязать на средних 13 петлях. Если размер маленький 36, 37, 11 можете оставить. Теперь боковые петли можно этот ряд провязать. Я просто перебрасываю их на спицу. Ниточку протягиваю вот так через одну петельку. Плотненько протянула. 19 петель переношу на спицу. Перенесла петли. У меня была 51 петля, по 19 по боковым сторонам и 13 по середине. Теперь пятку продолжаю вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Провязываем все петли до конца лицевыми. И потом боковые петли будем закрывать. Провязываем лицевыми. 13 петель провязываю. Довязала до конца. Развернулась на изнаночную сторону. Нить за работой. Первое закрытие я буду делать по изнаночной стороне в этот раз. Первую сняла. Опять провязываю до маркера все петли. И последнюю петлю буду закрывать с петлей с боковой спицы. 2 вместе буду провязывать лицевой петлей. Так, довязала. Последняя петля у меня осталась. Маркер снимаю. 2 вместе соединяю. Провязали все. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем. Все петли провязываем лицевыми. И последнюю петлю я буду соединять изнаночной. Так, осталась последняя петелька. 2 вместе провязываю изнаночной. Подтянули. Опять переходим на изнаночную сторону, вяжем все лицевыми и последнюю петлю соединяем. Так я буду вязать все ряды, пока вот не закончатся у меня все петли по пятке. В конце, при необходимости, опять же повторю, я вот убавила, оставила 7 петель. Через ряд, каждый лицевой ряд убавила, чтобы не было сильно здесь широко. Так, вяжем сейчас лицевыми петлями. Заканчиваем пятку. Встретимся. Закончили вязать пятку, закрыли петли.
Так, далее на 5 спиц, на 4 спицы, то есть 5 будем вязать, номер 2,5. Я по всему верху красным цветом сейчас наберу петли, провяжу один ряд изнаночными, потом вот эти вот средние петли я провяжу, которые у нас остались на спице. Всего у меня будет 60 петель. Так, первую на спицу. Ввожу крючок под 2 дужки, захватываю ниточку и набираю петлю. Наберем петли и провяжем высоту 13-14 рядов где-то. И потом прикрепим эту обвязку к самому слитку. Смотрите, первый ряд я провязала все изнаночными, далее вязала 13 рядов белым цветом, последний ряд я провязала красным и примонтировала. Значит, вот сразу скажу, что у меня осталось. У меня был моток 100 грамм, больше, немножко больше половины осталось. Так, набираю петли. Закончила делать обвязку. Провязала 13 рядов по кругу лицевыми петлями. Так, в сантиметрах это сколько? Сейчас замеряем. 3,5 сантиметра. Теперь я выворачиваю следок на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне буду присоединять связанную вот эту вот деталь к слитку. Разровняли весь отворот, чтобы нигде ничего не перетянуло. Вот так вот ровненько. Теперь снимаю одну петлю со спицы. Далее подхватываем вот красным. Я петли набирала в самом первом ряду. Поперечные петельки у нас проходят. Подхватываю одну петельку и соединяю. Опять одну сняла. Это на спице осталась у меня первая петля. Подхватили петлю. Раз протянула и еще раз протянула. Сильно туго здесь не затягивайте, чтобы можно было спокойно на ногу надеть потом. И так по одной соединим все петли. Так, подхватили, протянули раз, протянули два. Все, идем дальше. Еще раз. Такая вот у нас косичка получится. А я на этом сегодня буду заканчивать. С вами прощаться. Всем легких петелек. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.